Всем привет! Вы на канале 88 клубков, канал по вязанию. Меня зовут Настя, и сегодня хочу показать, как своими руками изготовить вот такую сумку-корзину с помощью каната, джутового шпагата и крючка. Это просто. Корзина получается замечательная, отлично держит форму. Из пляжной или сумки-корзины эта сумка легко превращается в городскую путем вшивания подкладки, что я обычно и делаю. Но сейчас о вязании. В мастер-класс войдет вязание половинки круглой с полным закрытием каната, вывязывание и обвязывание ручки, вязание толщины. Обратите внимание, без переходов и уменьшений каната одинаково со всех сторон. Соединение всех частей сумки воедино. Такой листик вы сможете сделать по моему мастер-классу. На моем канале есть сумочка-таблетка из трикотажа. Там точно такой же лист. Хочу предупредить про материал. Джут во время вязания очень сыпется, имеет запах. Не пугайтесь, у вас не какой-то не такой джут. Это натуральная нить, натуральный материал. Для него это нормально. После тщательного отпаривания и недели эксплуатации изделия оно станет гладким, перестанет колоться и сыпаться. Нужно просто немножко подождать. Полный перечень материалов я добавлю в описании, но и с минимальным все возможно. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео и перейдем к вязанию. Понадобится джутовый шпагат. У меня вот такая катушка без указания метража, 2-миллиметровый он. Вязать я буду в 2 нити 5 крючком. Также понадобится джутовый канат. У меня 8 миллиметров. Здесь у меня 20 метров. Ну, в описании я напишу, какой расход пошел на сумку. Я думаю, должно хватить. Прищепки канцелярские по размерам каната. И маркер. Приступим. Я беру шпагат, кладу на руку. Делаю кольцо амигуруми. Перекрещивая здесь, ввожу крючок, вытаскиваю первую петлю, в нее провязываю воздушную, это первый столбик будет. Теперь в это кольцо вяжу 8 всего столбиков: 2, 3, 4, 5, можно сильно не тужить, 6, 7, 8. Складываю пополам, затягиваю как можно туже, чтобы не было дырочки. Так как вязать будем по спирали, сейчас сразу в первую косу вот сюда. Сейчас постепенно уже со 2 ряда нужно ввести канат. Я подготовила его край, он скручен из 3, отрезала лесенкой по 2 сантиметра где-то, разница у них, и углом немножко. Теперь постепенно его ввязываем. Можно немножко вот так захлестом положить. Вяжем и этот край вместе с канатом, туго затянув кольцо. И здесь потуже подхватываем. И с этой петли начинаем по 2 в каждую вязать. Вяжем, подтягиваем. Постепенно весь канат окажется у нас внутри вязания. Вся его толщина. По 2. В следующую тоже. Вот. И теперь и эту захватим. Сюда же 2.
Из каждой петли у нас образуется сейчас 2. Сюда же вторую. Что получается? Это лицевая часть сумки, поэтому здесь главным моментом для меня служит то, чтобы под жут спрятался рисунок каната и весь канат, не было его видно. Поэтому я вяжу по 2 петли, чтобы закрыть канат, столько, сколько нужно, пока я не увижу, что уже этого достаточно. И вот эта петля, которая была переходной первой в улитке, она больше остальных, длиннее. И если мы ее провяжем сейчас, в нее 2, будет видно канат и этот переход. Поэтому в нее я вяжу 3 столбика. Вот так. Мне по рисунку нравится больше. Если у вас получится, что не видно там канат или как-то незаметно, пожалуйста, провяжите в нее тоже 2, как вам угодно. Продолжаю. После этой петли тройной я продолжаю вязать по 2 в каждую. И так, если посчитать от первой, вот этой двойной, вместе с тройной, я провяжу 14 петель. Теперь использовать начинаю прищепки, так как здесь уже канат начинает накручиваться на канат. Мне нужно, чтобы он был плотно прилегал, ровно, не смещался ни вовнутрь, ни наружу, чтобы полотно сумки, ее лицо, было красивым, ровным и аккуратным. Вяжу по 2 до того момента, как я не пересчитаю, и их будет 14. Так, что у меня получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она у меня тройная. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 двойных. Теперь я сюда ставлю маркер. Отсюда будут ряды прибавки считаться мои. И начинаю вязать через одну. 1 столбик без накида просто. Следующий прибавляю. Следующий будет двойной. 1, сюда же второй. Вот. Канат закрыт, значит, для меня сейчас уже приемлемо делать прибавки реже. 1, теперь двойная. И так я буду вязать через 1 до этого места, до маркера. 2 в 1, одинарная, 2 в 1, одинарная. Я довязала до маркера. При этом вот она моя двойная. И уже здесь 2 одинарные. Вот он маркер. То есть вторая одинарная идет вот в добавление прошлого ряда. И сейчас я буду вязать двойную. В этом ряду прибавка будет 2, в третью добавляем, 2, в третью добавляем. Вот она, эта прибавка. Наш внутренний рисунок у полотна — это добавление. Предлагаю сделать их вот систематическими. То есть они будут идти, вот она двойная, в следующем ряду еще двойная. И вот так по спирали. То есть добавка не идет над добавкой, а идет сразу в следующую. И получается опять 2 одинарные. И вот она добавка в следующую двойная. Можно контролировать и считая добавки, расстояние между ними, и ориентируясь на вот этот внутренний рисунок добавлений. Он не будет меняться. Мы сейчас провяжем круг. Вот сюда попадет добавка. Это контролируем каждый раз возле маркера. И они тогда будут идти вот по такому правилу. Итак, вяжем 2,
третья добавляем, 2, третья добавляем до конца ряда. Очередной ряд провязан. Вот он мой маркер. 2, добавка, 2, добавка. Получится над добавкой. Значит, вот с этого момента, с маркера, мы уже вяжем 1, 2, 3. Сюда будем добавлять. Вот она предыдущая, вот она еще одна добавка. Вот они пойдут по спирали. То есть каждый раз, довязывая до маркера, мы ориентируемся. Сейчас следующие будут 3 или все еще 2. Здесь уже 3 и 3 на четвертую добавляем, 3 на четвертую добавляем весь круг. Итак, еще один момент. Можно посчитать, сколько при этой схеме вязания у нас добавок в кругу. С предыдущего ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня получается 11 добавлений в кругу. Это количество должно продержаться на протяжении всего вязания. Вяжем мы достаточно объемный круг, поэтому можно также пересчитывать, чтобы ничего не пропустить. 1, 2, 3. Вот она, третья в добавку, следующую 2. Итак, 3 на четвертую прибавляем, 3 на четвертую прибавляем. Маркер, последнее добавление через 3, следующее уже будет 1, 2, 3 через 4, вот в эту, следующую за добавкой предыдущего ряда. Так вяжем необходимый диаметр круг за кругом на маркере, увеличивая количество столбиков между добавлениями. Можно раз в 2, в 3 ряда пересчитывать, что их было 11. Проверять. Диаметр сумки, до которого нам сейчас нужно довязать, это не размер сумки, а размер, с момента которого мы начнем вывязывать ручку. Ручка будет в общем полотне. Каждый раз круг у нас изменяется на 3 сантиметра. Обратите внимание, на 2 ряда. Один с этой, один с этой стороны. Поэтому сейчас мы вяжем до момента, когда нам будет не хватать 3 сантиметра до желаемого размера нашей сумки. Довязала до момента, с которого хотела бы начать формирование ручки. И сейчас у меня 28 с небольшим сантиметров. Следовательно, сумка будет 30-31. Итак, где закончить? Логично будет закончить примерно там, где начиналась улитка. Но так как нам нужно будет сделать 2 одинаковых части, нужно сделать их абсолютно одинаковыми. Вот здесь у меня очередная прибавка. Как помните, они идут у нас по спирали. Я по этой прибавке вот опускаюсь к первому ряду, обвязанному канатом, и считаю петли. 1 от начала, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую. В шестую прибавку я закончила круг. При этом от угла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 я на 9 ряду. Вот. Сейчас начнем формировать ручку. Для себя я решила, что мне будет достаточно ручки 34 сантиметра. Вот ее размер. На глаз можно сделать побольше, поменьше. А у меня 34. Канат не тянется совсем, поэтому легко померить длину его. Вот она. И
поставить здесь зажим. До вот этого момента мне нужно будет сделать для ручки обвязку. Также потуже, захватывая нить туго, чтобы обвязка по канатной ручке не ездила, не торчала, не собиралась. Потуже обвязываем ручку до прищепки. Здесь еще можно немножко сдвигать обвязку. Вот так, чуть-чуть, чтобы она была поплотнее. Сколько получится у нас обвязочных петель, столько же будет нужно сделать на другой части, на второй половине нашей сумки. Вот так вот обвязываем, подвигая петли поближе друг к другу. Я вяжу до прищепки. Итак, длина ручки обвязана. Здесь, если пересчитать от начала косички, у меня получилось на мою длину 45 петель, 45 столбиков. Теперь здесь я отсчитаю тоже по косичкам, вот от незатронутой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот в 21-ю, убирая прищепку, привязываюсь. Потом вот так. Здесь продолжаю обвязывать, как ни в чем не бывало. И делаю добавление за добавлением. То есть по тому же рисунку, по которому я и делала прибавки, несмотря на то, что мы тут 2 пропустили. Вот следующая у меня получается двойная. Это будет последний круг. Поэтому мы проложим канат. Вот. Тут немножко пока он собирается до отпаривания, это ничего страшного. Нам нужно будет закончить примерно к вот этому моменту. Здесь с интервалом 2 сантиметра отрезать сначала одну часть каната, потом вторую, третью углом. Он здесь сойдет на нет. Сейчас вяжу, делая добавки по своей схеме, ну вот до момента, когда нужно будет его отрезать. Я подхожу к концу обвязывания каната. Здесь делаю последние стежки потуже. Канат уходит полностью под жгут. И вот здесь уже последние тогда просто соединительные. Еще. И теперь все изделие нам нужно вот так соединительными петлями обвязать. Но сейчас обвязываем только ручку. Вот примерно до того момента, где мы будем сумку соединять. Обвязываем соединениями, потому что дальше эта обвязка пойдет одновременно и на обвязку, и на сшив деталей. Этими же самыми стежками мы будем сшивать 2 половины одинаковые и толщину сумки. Я обвязала, ручка вот стала такой форменной, красивой. Здесь у меня примерно 4, 5, 6 петель. Здесь я делаю также. Останавливаю обвязку и оставляем с запасом, с хорошим нить. С хорошим это чтобы продолжить эту обвязку.
вот до сюда. То есть пришить ей дно сумки еще нам нужно. Это где-то 5 длин вот этого расстояния. Оставляем эту нить. Точно так же делаем вторую половину одинаковую. Пересчитываем на всякий случай количество. Это важно. Отпариваем хорошенько изделие паром. Даем полностью остыть. А пока займемся дном сумки. Чем приступить к дну, нам нужно понять, какого размера будем его вязать. Оно будет вязаться по всей длине. Я наметила маркерами, где я хочу, чтобы начинались стенки у сумки. Одинаковое расстояние от ручки. И посчитаю все петли от маркера до маркера. И начну вязать дно с косички количеством этих петель. У меня 74. Если у вас другой размер или вы хотите более открытый вариант или более закрытый, соответственно, считайте свое количество. Итак, косичка из 74 воздушных петель. Первая петелька и 1, 2, 74. Тем же натяжением нити, что и вся сумка, не слабее не вытягиваем нить, не туже не делаем ее туго, а точно так же вяжем 74. Моя коса готова. Теперь я беру канат, я подготовила его ровно срезанный край, замотала скотчем, острыми ножницами отрезала. И так он будет сформирован до того момента, как не понадобится. Оставляем прям хороший запас. И начинаем обвязывать вокруг обычными столбиками без накида. Обвязывать будем до конца длины нашей косы. На повороте сделаем добавление и продолжим обвязывать. Но в этот раз я решила дно сделать не спиральным овалом, не по кругу обвязкой, а закольцевать канат на каждом ряду. Поэтому сейчас вяжем до конца нашей косы. Получается 74 петли вывязываем. Вот я почти в конце. 2 петли мне осталось. В предпоследнюю я вяжу 2 и начинаю уходить на поворот. В последнюю мне нужно провязать 3. 1, 2, 3. Складываю жестко пополам. Вот этот хвостик тоже идет по канату. Вяжем его в общее полотно. И в противоположную, той, которой мы 2 провязали, вяжем еще 2. Вот он, тугой поворот. Хвостом можем подтянуть, затянуть дырочку. И продолжаем петля в петлю в противоположную вязать обратно до следующего поворота. Но у нас поворот как такового не будет. Вяжем вот где-то до вот этого момента. Я дошла почти до конца. Максимально складываю пополам свое начало. Здесь понимаю, где мне нужно отрезать, чтобы стык в стык их приклеить. Закрепляю скотчем, чтобы после отрезания
край не был лохматым или неровным. Прям вот так закручиваю. Еще раз примеряюсь. И острыми ножницами отрезаю. У меня уже разогрет термопистолет. Сейчас вот эти два края аккуратно приклею стык в стык, чтобы не было ничего лишнего. Даю клею остыть. И после этого можно будет аккуратно отрезать скотч. Схватился клей. Срезаю скотч с обоих краев. Удаляю его. И продолжаю обвязку. Хорошо прижимая, подтягивая друг к другу до этого места. Теперь я дошла почти до конца. В предпоследнюю аналогично другому краю провязываю 2, в последнюю 3, вторая и третья. Здесь делаю соединение. Вот так, затягивая всю петлю. И теперь буду вводить второй ряд каната. Второй ряд можно сделать так, чтобы не попал он стыком в предыдущий стык. Наш где-то здесь, я его спрятала под джут. Ну вот так, прям оставляем с хорошим запасом. Подхватываем один раз. Здесь потуже можно немножко. Вот. И второй раз сюда же, куда соединяли. Проходим крючком. Это вот та двойная, которая будет после поворота у нас. Сюда у нас получилось 2. Вот. И продолжаем обвязывать до следующего поворота. Буду поворачивать. Нужно понять, куда сделать добавление. Вот они 3, которые мы вязали в одну. И по одной с боков. Вот в эти 5, 1, 2, 3, 4, 5. Я буду вязать сейчас по 2 и поворачивать. Это пока одинарная. Итак, первая двойная, 1, сюда же вторая, следующая, туда же и еще 3. И мы повернем на прямую. Я снова дошла до стыка и снова приклеиваю его.
Даю остыть, прижимая хорошенько. Срезаю скотч. И продолжаю обвязывать до поворота. Идем до конца, ищем центральные 3. В крайнюю мы уже провязывали 2 в начале ряда. Значит, 1, 2, 3, в 4 нужно сейчас провязать по 2. Это еще одиночная. И со следующей 2. 1, сюда же 2, еще 1, 2, и центральную 1, 2. И вот еще одна, она была соединительной в том ряду, немножко отличается от всех остальных петель. Сюда же мы вяжем 2. Теперь можно отрезать не очень коротко рабочую нить, хвостик спрячется. Вытащили край. Теперь в первую вводим крючок с изнанки, уводим этот хвостик сюда и возвращаем обратно, имитируя петлю. Вот так. Все, этот край мы сейчас уведем, и когда будем детали сшивать, спрячем его, отпариваем это изделие, полностью даем высохнуть. Итак, детали отпарены, хорошо высохли и остыли. При отпаривании джута есть резкий неприятный запах. Постепенно он уйдет. У меня есть сумка, которая пахнет моими духами. Никакого запаха джута или неприятного запаха у нее вообще не осталось. Мы между маркерами выдержали с одной и с другой стороны одинаковое количество петель. Здесь это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть 8 и 9 уже я буду пришивать. Здесь у меня такое же количество петель, как от маркера до маркера, здесь по 74. Я удаляю маркеры, продолжаю обвязывать. Лицо сумки, это тоже лицо, это изнанка. Прохожу крючком в намеченные петли и продолжаю обвязку. Петля в петлю, не пропускаю. Если с одинаковым натяжением все связано, они будут проситься одна в другую, без какого-либо сдвижения. Так мне нужно обвязать до следующего маркера, что я и делаю. Я довязала до конца, пришила дно к одной половине, снимаю маркер, но здесь у меня незавершенная обвязка. Тем краем нити я продолжаю обвязку мимо дна, все до конца. И здесь сделаю фальш петлю в первую косу, продеваю и увожу в исходную.
Все, хвостик можно привязать, закрепить и увести. Мы получили вот такую красоту и с изнанки, и с лица. То есть такая сумочка, можно подкладку и не вшивать, если она пляжная. А для городского варианта, конечно, нужна подкладка. Берем вторую половину и точно так же с края, где у нас осталась нить для обвязки, будем сейчас привязывать лицом к себе, лицом к себе. Продолжаем на одну, вторую обвязочные стежки, и следующий уже будет пришивной. Убираем маркер сюда, чтобы не потерять его. Потуже первый. Они вообще все тугие. Ну, чем крепче, тем лучше, тем каркаснее будет изделие. Все, продолжаем привязывать эту сторону точно так же. Последние стежки у меня остались. И нужно продолжить обвязку. Так. Угу. И сделать фальш-петлю в первую обвязочную. И уводим вот сюда, в исходную. Прячем эти кончики, уводим их. Готова моя сумочка. К ней я сделала еще брелок-листик. Она отлично держит форму, каркасное изделие. Размеры и характеристики готовой сумочки я добавлю в описании. Износостойкая, прочная, натуральная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще много интересных видео. Всем спасибо. Пока.